Всем любителям электроскутера нихао! Это, можно сказать, экстренный выпуск из Китая. И сегодня я вам покажу, как мы упаковываем электроскутеры, как они грузятся в непосредственно контейнер. Кстати, он за моей спиной, такой голубенький в цвет скайборда, конечно же. Но это не плановое видео. Я не планировал его, у меня просто камера с собой оказалась. Я решил записать, почему бы нет. Мне кажется, нашим подписчикам будет очень интересно посмотреть на это все. Короче, оставайтесь с нами. Погнали! За моей спиной вы видите коробочки, которые отправляются в Россию. Они такие синенькие. И это наше, можно сказать, небольшое нововведение, но не для всех. Это определенные модели, упакованы именно в синюю пленку. А некоторые упакованы по стандарту, так как мы вам показывали и раньше. То есть я сейчас буду подробно вам рассказывать, как это все происходит и даже показывать. Потому что как раз сейчас рабочие занимаются вопросом загрузки контейнера. Одной из главных частей нашей работы вообще в компании Skyboard – это доставить в целостности и сохранности груз, точнее электроскутеры наши, от Китая до России. Но это бывает очень сложно. Вы, я думаю, догадываетесь, даже если не связаны вообще с продажами, как сложно доставить груз целостности и сохранности когда он едет через две страны, через границу и так далее. Наши грузчики грузят их довольно аккуратно, потому что это наши грузчики. А как будут грузить другие грузчики, которые там, может, будут что-то там перекладывать, или на таможне проверять, или так далее. Они могут пихать, толкать, ронять и так далее. И чтобы это все не разбилось, мы должны это правильно упаковать. У нас есть много видео сбора, где мы собираем электроскутеры прямо у вас на глазах. По каждой модели мы снимали с Андреем видео, точнее, Андрей собирал, а я снимал это все дело. И давайте сперва я вам расскажу про коробочки все-таки, пока их не увезли от нашего взгляда. Я быстренько пробегусь по коробочке. Я, кстати, повторяю, это импровизационное видео, я к нему абсолютно не готовился, я просто приехал на проверку. И тут внезапно мне Андрей, который основатель этой компании, привет ему, внезапно написал: а чё б тебе видео не снять? А я бы такой: а чё б мне и не снять, потому что камера у меня была в кармане, она всегда у меня в кармане почти. Вот. Хорошо, что такая, а не телефон. Короче, стандартная упаковка скайборда. Здесь данные: вес, цвет, количество, ну, хотя странно, потому что везде по одной штуке. Вот. Тем не менее, снаружи мы видим металлический каркас, который не дает деформации этих коробок. Если бы здесь не было металлического каркаса, то, согласитесь, если бы их вот так вот складывали друг на друга, то было бы не очень хорошо и могли бы скутеры придавиться. Соответственно, это очень важно. Более того, очень важно, чтобы этот каркас был снаружи, потому что если он будет внутри, если вдруг каким-то образом скутер внутри как-то будет колыхаться, хотя это, в принципе, невозможно. Посмотрите, я вот рукой, потому что вы по нашим видео знаете, насколько сильно они там закреплены. Каркас – это все-таки жесткий, грубый металл, и не хотелось бы, чтобы скутер об него терся вообще. Вот, поэтому, по этой причине, во-первых, каркас снаружи, во-вторых, скутер надежно привинчен всеми возможными болтами к этому каркасу, чтобы ничто не телепалось. Несмотря на каркас, несмотря на коробки, у нас еще целая подушка из пленки. И опять же, по любому из наших сборочных видео вы можете судить об этом. Мы каждый раз расчехляли, прям, можно сказать, в прямом эфире перед видео эту коробку. И каждый раз мы просто уставали их разматывать, потому что там реально подушка, чтобы ничто не повредилось, даже если... То есть это получается уже третья защита, понимаете, при поставках, третья защита. Я просто отошел, там человечек забирает скутер, я ему не мешаю.
Поехал. То есть получается, что у нас как минимум 3 средства защиты от повреждений при поставках. И это еще не все, что мы учитываем, поверьте. Помимо пленочек, о которых я только что говорил, есть еще пупырки. Пупырки, они самые первые одеваются на руль, на всякие блестящие штуки, на все, что может удариться или вдруг как-то поцарапаться, не знаю как, но тем не менее. На ручках руля, на амортизаторах, на всем таком. Пупырки наши любимые, и они достаются вам абсолютно бесплатно. Вы можете их щелкать дома, если купили электроскутер. Па-пам-пара-пара-па. Вы, конечно, спросите, почему у меня на заднем фоне мелькают синие вот эти вот коробки. Если я вам рассказываю про стандартные, говорю, что там снаружи рама металлическая, а здесь где? Где она? Тут нету, что ли? Конечно, она есть, но здесь она внутри. И я вам объясню, почему эти коробки отличаются. Дело в том, что здесь ряд, тут 39 скутеров, и они особенные. Да-да-да, они особенные. Во-первых, не все скутеры помещаются в стандартную коробку. То есть для разные скутеры по-разному немножко упаковываются. Например, двухколесные и трехколесные, согласитесь. Вот. Что это за скутеры? Я вам не скажу, оставлю интригу. Вот, но скажу, как здесь дела обстоят. Дело в том, что металлический каркас здесь внутри, и он не просто металлический, он как бы завернут в поролон мягкий. То есть я вам даже сейчас покажу. Ой, вот смотрите, я нашел. Тут, смотрите, осталось то, что рабочие паковали. Вот он. Сейчас. Давай. Оп, настроился. Видали какой? Он мягкий, плотный. И, короче, в него оборачивался... Давай фокус. Фокус давай. В него оборачивались этот каркас. На каркас также одевались байки, завернутые в пленку, завернутые в пупырки. И он также абсолютно работает, как и там, только он завернут в поролон, то есть не царапает байк. Сверху одевается коробка. Она здесь, как видите, немножко больше. И сверху еще вот такая пленка. То есть мало нам защиты каркаса, пленки внутренней подушки и пупырок. Нам еще, и коробки. Нам еще надо вот такая вот плотная фигня. Я в полиэтиленах не разбираюсь, но он довольно-таки... Короче, это не просто полиэтиленовый пакетик, как вы видите. Это довольно плотная фигня. Кстати, не обращайте внимания на вот этот весь бардак. У нас так только потому, что загрузка. Рабочие вчера паковали это все, я проверял. И вот этот мусор будет убран, как только контейнер уедет от нас. Кстати, пойдем посмотрим на контейнер. Пойдем на улицу. Ой, как сложно было выйти на улицу, если честно, потому что грузовые лифты забиты скутерами, они постоянно их спускают, и мне пришлось бежать по лестнице. Итак, на чем мы остановились? За моей спиной синий контейнер. Он скоро отправится в порт, а дальше в Россию. И какие могут быть опасности на пути? Самое очевидное – это то, что они могут биться по дороге, то, что они где-то завалятся и что-то будет такое. Для этого еще, помимо нашей брони, так сказать, многослойной, а именно, я опять напоминаю, металлический корпус, картон, пленка, подушка из пленки, потом пупырки и потом сам скутер, который крепко закреплен на каркасе. Помимо всего этого, мы всегда отправляем большие партии. Почему? Кроме того, что это немножко выгоднее, чем по одной штуке возить, да? Кроме того, большие партии зачем нужны? Смотрите, контейнер большой. Его нужно забить так, чтобы скутеры не ерзали. И размер нашей коробки идеально подходит для этого. То есть наши рабочие знают, как правильно упаковать их. Если честно, это даже я не знаю. Я просто обычно смотрю крайний результат, да, когда они уже загрузили. Я смотрю, что все плотно, максимально сидит в контейнере. Ничего не будет ерзать.
когда оно, может быть, где-то плавать в море будет, или когда там что-то их труханет на дороге, или еще что-то. За это можете быть спокойны, точнее, мы можем быть спокойны, и вы можете быть спокойны. Так вот, первая опасность — это вот такие вот механические повреждения, которые встречаются в пути. Вторая опасность — это, как ни странно, таможня, когда их могут проверять как угодно, могут выборочно, могут вообще что хотят, то с ними могут делать. То есть могут, например, открыть одну коробку, а проверяющие, они как бы не церемонятся обычно. Нож воткнули, разрезали, открыли, посмотрели, что там реально электроскутер, а не танк, закрыли, и он поехал дальше. Плюс у него есть прослойка воздушная между самой коробкой и электроскутером. Но тем не менее, есть случаи, когда товар повреждается именно по причине вот этих проверок, когда просто они хотят открыть эту коробку, посмотреть, что там не танк, они так бам, ножом и случайно попали в товар и типа порезали. А кто за это будет отвечать? А никто. А вина только на нас, на тех, кто производит этот товар. Поэтому мы изначально это предусматриваем. Далее все то, о чем я вам рассказывал, это толстые коробки, которые тоже не дают механически повреждаться нашим электроскутерам. И плюс что там еще плюс? Плюс твердый каркас, который не дает им деформироваться при поездках. То есть даже если что-то надавит прям в середину коробки, вы смотрите, даже если что-то надавит вот сюда, то вот эти прутья все равно не дадут ничему там повредиться, понимаете? То есть мы не только по периметру предусмотрели это все, но еще и в центре. И даже если что-то надавит между этих прутьев, то там сильно не продавится. Мы это все пробовали. То есть при сборках Андрей сколько раз кулаком пытался пробить этот картон, у него ничего не получалось. Качество картона, смотрите. Ничего. Конечно, ситуации бывают разные, но опасность мы максимально минимизируем. Если у вас есть какие-то мысли по поводу этого всего, как еще больше обезопасить наши коробки, то пишите обязательно комментарии и обязательно смотрите наши видеосборки. Там мы тоже подробно об этом рассказываем, про упаковку, только в обратном порядке. И смотрите видео с завода. Мы ездили на наш завод, рассказывали, как происходит проверка электроскутеров вообще в целом, да, тесты проводятся и так далее. Сейчас же я вам показываю последний этап только, а это этап отправки, после которого Китай уходит на Новый год. Да-да-да, в этом году китайский Новый год 11 февраля, с 11 на 12. Вот, соответственно, вот эти ребята ждут не дождутся, пока закончат забьют этот голубой контейнер красивыми нашими скутерами, они поедут в Россию, а ребята будут пить пиво следующие 3 недели. Поэтому я не буду больше тратить ваше время. Если вам был интересен такой формат, буквально горячий формат лайв с работы, с нашей здесь в Китае, то ставьте лайки, пишите комментарии, что вам интересно, и мы будем еще снимать просто обычный процесс работы и что-нибудь параллельно рассказывать. Кстати, какие у нас тут скутеры сегодня? Давайте посмотрим. Что у нас тут. У нас тут... Я не вижу, вам видно или нет, это BR40. Сейчас грузятся BR40. Если вы хотите прям такой электроскутер, прям горяченький, прям прямиком из Китая, то вот наши дилеры, а точнее магазины наших дилеров, которые вы можете найти в своем городе. Ищите город в этом списке, приходите, делаете тест-драйв, щупаете, трогаете и только потом покупаете, когда вы убедились в качестве продукта. Вы покупаете, вы счастливы ездите не на газу, не на бензине, а на электричестве. Кстати, мне вчера ребята из Дагестана писали, мои знакомые, по поводу того, а можно ли поставить газ на эту красавицу? Ребят, конечно, можно. Вашими руками можно вообще все, что угодно. Но мы рекомендуем ездить на электричестве. И желательно не занижать наши байки, потому что это будет очень странно. А с вами был канал Skyboard. Мы продолжаем грузиться и до новых встреч. Вообще рабочие молодцы.
У них все так слажено, я прям не ждал, что они так быстро прям работать будут. Вот, треть контейнера уже загружена. Вот, сейчас посмотрим, уронят или нет. Уронят или нет. Блин, капец они сильные, а? Не роняют. Жуть.